Привет, друзья и гости канала Мама в творчестве. С вами я, Таня. И в этом видео я хочу вам показать, как я делала букет из пасхальных яиц. Итак, я взяла яйца, отварила их в луковой шелухе. Как это сделать, я оставлю ссылку под видео. Дальше я взяла самую большую иголку, которая у меня была, протерла ее водкой. Взяла детский молоточек, что у меня был дома, постучала по иголочке и сделала вот такую небольшую дырочку в яйце. И буду уже туда вставлять шпажки. И поступила вот таким образом со всеми яйцами, с куриными и с перепелиными. Но, честно говоря, уже в самой работе я бы использовала шпажки. Либо коротенькие шпажки, ну, сантиметров 10, да, либо шпажку одну, я потом буду дальше видео, вы посмотрите, я их просто поделила на две части. Каждую шпажку на две части, потому что зубочистки мне в некоторых моментах не хватало длины. Вот такие заготовки у меня получились. Дальше из пенопласта я вырезала круг диаметром 23 сантиметра и второй немножко поменьше и поуже. И для того, чтобы их скрепить между собой, я использую зубочистки. Вот такая основа у меня получилась. Беру венок из вербы, как его плести, я оставлю ссылку под видео. И насаживаю на основу. Дальше мне понадобится сизаль. Надо ее хорошенько сжать и придать ей форму, которая нужна, форму круга. Приклеиваю сизаль при помощи клеевого пистолета к основе. Ножницами убираем все лишнее. Затем беру шпажки, у меня шпажки длиной 30 сантиметров, и буду делать ручку для букета. Скрепляю шпажки скотчем. Помещаю основу в вазу, мне так будет удобнее работать. Начинаю распределять яйца по букету. Вот как раз тот момент, о котором я говорила в начале видео. Если нужно вставить перепелиные яйца в центр букета, здесь, конечно же, лучше, удобнее будет использовать шпажки. У меня шпажки 30 сантиметров, я делю их по центру на две части. Сейчас буду добавлять веточки вербы.
Также мне понадобятся декоративные перья. Для упаковки мне понадобится крафт-бумага. Я беру отрезки 20 сантиметров на 55. Для такого букета мне понадобится 4 таких отрезка. Мне понадобится еще один небольшой отрезок бумаги, чтобы оформить ножку. Итак, друзья, вот такой букет у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть новое видео на моем канале. Заходите в гости в Инстаграм, буду вам очень рада. Пока-пока!